Случилось это в северо-западной части американского штата Вайоминг. В лесах этого дивного края пропала молодая туристка. Об исчезновении девушки заявила подруга, которую крайне встревожило ее двухдневное отсутствие. Поисковые отряды рейнджеров и спасателей сбились с ног, прочесывая квадрат за квадратом. Каково же было удивление поисковиков, когда девушку обнаружили не где-нибудь, а в медвежьей берлоге. Мало того, на теле туристки не было ни царапины, а сама она вовсе не выглядела испуганной или растерянной. При этом рядом с берлогой обнаружили свежие медвежьи следы, что наводило на мысль о том, что их хозяин бродит где-то поблизости. От того, что девушка рассказала немного позже, у поисковиков волосы встали дыбом. Со слов туристки выходило, что вышеупомянутый медведь спас ее от нападения неверного супруга, в чью голову закрался коварный план. Дело было в том, что муж девушки предложил совершить ей вылазку в лес для получения приятных эмоций от прогулки. Но после того, как парочка углубилась в лес, мужчина совершил нападение на свою супругу. Пропавшая туристка совсем недавно стала богатой наследницей, получившая миллионы после гибели родителей в автокатастрофе. Именно поэтому у ее супруга и помутнел разум, толкнувший мужчину на преступление ради получения наследства. К счастью, негодяю не удалось этого сделать по причине того, что на защиту девушки стал огромный медведь-гризли. Сложно сказать, откуда появился хищник, но в том, что своим вмешательством он спас жизнь туристки, можно было не сомневаться. Испугавшись огромного медведя, супруг туристки предпочел спастись бегством и через пару секунд уже скрылся в ближайшей чаще. Самым удивительным было то, что по отношению к девушке гризли не проявлял никакой агрессии. Огромный медведь терся мордой о руку туристки и вел себя так, словно до этого уже знал ее. Поскольку надвигались сумерки, девушке пришлось провести ночь в медвежьей берлоге. При этом сам хищник все это время бродил где-то поблизости. Туристке пришлось провести в берлоге около 2 дней, прежде чем ее обнаружили спасатели. После заявления о нападении, ее супруг был задержан в течение часа и был заключен под стражу. При этом всех волновал только один вопрос. В чем же заключалась тайна такого трепетного отношения медведя к человеку? К счастью, спасенная девушка знала ответ на этот вопрос. Как выяснилось, 7 лет назад она гостила в этих краях у своего дедушки, который долгое время работал в отряде рейнджеров по охране леса и его обитателей. Как-то раз мужчине довелось спасти медвежонка, чью мать застрелили браконьеры. Мужчина вместе с 17-летней внучкой выкормили малыша и даже дали ему имя Тедди. После того, как медвежонок окреп и набрался сил, он сбежал из дома рейнджера, испугавшись лая соседского пса, который сорвался с цепи. Тогда рейнджер и его внучка решили, что медвежонок погиб в лесу, но, как показали события последних 2 дней, их выводы были ошибочны. Конечно, можно было поставить под сомнение тот факт, что именно спасенный рейнджером 7 лет назад медведь и стал невольным спасителем богатой наследницы. Спорить об этом можно бесконечно, тот ли это медведь или нет, но в одном можно быть уверенным точно. Медведи, так же, как и люди, одинаково хорошо помнят как зло, так и добро, а потому всегда отплатят человеку той же монеты. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.